Итак, мой первый вопрос к вам. Как вы можете прокомментировать все вот эти истории, то, что мы только что прочитали в «Нью-Йорк Таймс»? Действительно, история очень увлекательная. Я могу лишь говорить от лица своего клиента, семьи Агаларовых. Безусловно, мы можем сказать, что Роб Голдстоун действительно познакомил господина Агаларова с Дональдом-младшим. И это неправда. Нельзя говорить, что была какая-то встреча с генпрокурором России, с Юрием Чайкой. Это все несправедливо, это какие-то совершенно неуместные заявления, которые наносят урон репутации семьи Агаларовых, и нет никакой связи с выборами в США. А как вы можете описать отношения между семьей Агаларовых и семьей президента США Дональдом Трампом? Как вы, вероятно, знаете, у них были бизнес-отношения еще в 2013 году, и эти отношения ограничивались организацией конкурса «Мисс Вселенная». И это все, это исключительно деловые отношения. Может быть, некоторые социальные взаимосвязи, но не более того. Но вы можете подтвердить, что эта встреча действительно состоялась в 2016 году? Вы говорите о встрече, которая была в июне, о которой говорится в этих имейлах? Да. Я полагаю, что, вероятно, встреча состоялась. Но ни господин Агаларов-старший, ни господин Агаларов-младший не присутствовали на этой встрече. А вы знаете, что именно обсуждалось на этой встрече? Опять же, все, что мне известно со слов других людей. Мои клиенты там не присутствовали. Но я так понимаю, что эта встреча касалась так называемого акта Магнитского, и ничего кроме этого. Ведется большое количество разговоров и вымыслов о том, кем является госпожа Весельницкая и какие у нее взаимосвязи с вашими клиентами, с господином Агаларовым и его сыном. Вы можете поделиться какой-то информацией относительно Натальи? Да, безусловно. Насколько я понимаю, она является довольно известным, выдающимся адвокатом из Москвы и, прежде всего, занимается вопросами недвижимости. Насколько я понимаю, она очень глубоко вовлечена в любые дела по московской недвижимости. Она также представляла некоторые бизнес-интересы господина Агаларова. Прежде всего, это касалось сделки с недвижимостью, и это все. А вы можете подтвердить или, может быть, поделиться какой-то информацией относительно того, что она как-то связана с российским правительством, как об этом пишет сейчас американская пресса? Насколько я понимаю, это совершенно ложное заявление. Насколько мне известно, Наталья является частным юристом, который представляет исключительно частных клиентов. И прежде всего она концентрируется на сделках с недвижимостью. И у нее нет никаких связей с российским правительством. Это полная выдумка. Позвольте мне зачитать цитату из имейл-переписок господина Голдстона с Трампом-младшим. Господин Голдстон 3 июня пишет: генеральный прокурор, я так полагаю, он имеет в виду господина Чайку, пишет о том, что генеральный прокурор России встречался, простите, не то читаю, и Мин позвонил мне и попросил связаться с вами по интересному вопросу. Генеральный прокурор встречался с его отцом сегодня утром и на этой встрече предложил предоставить компании Трампа интересную информацию, которая будет дискриминирующей и компрометировать Клинтон и будет полезна для отца, то есть для Дональда Трампа-старшего. Как вы считаете, это правда? Прежде всего, насколько я понимаю, не существует вообще такого понятия, как королевский прокурор, о котором дословно пишет в этой переписке. Именно эта веская причина полагает, что переписка какая-то фейковая. Да, я понимаю, такой должности не существует, но, может быть, он все-таки
имел в виду генерального прокурора. Понятно, у нас не существует королевских прокуроров. Неважно, что он имел в виду, но королевского прокурора не существует ни в России, ни где-то еще. И что еще более важно, никакой встречи между Агаларовым и какими бы то ни было генеральными прокурорами в России не существовало. И они не обсуждали ни Хиллари Клинтон, ни выборы в США. Такой встречи не существовало. Это полный вымысел. И скажу вам еще. Это мое личное мнение. Если бы даже было так, что российский генпрокурор хотел бы передать какую-то информацию президенту Трампу, то, наверное, они позвонили бы господину Агаларову-старшему. Но предполагая, что вместо того, чтобы позвонить Дональду Трампу напрямую, он бы стал связываться со своим сыном, который является поп-певцом, и просить его, познакомить его с кем-то из компании Трампа, это просто глупость, это совершенно нелогично. И господин Агаларов-старший не имеет никаких личных отношений с президентом Трампом. Мы знаем, какие у них были взаимоотношения в 2013 году. Это были бизнес-отношения. Если и была какая-то суперконфиденциальная информация, которую он хотел бы передать, он бы взял и позвонил ему сам. И уж точно не стал бы просить своего поп-певца сына связаться с кем бы то ни было и донести это до президента Трампа. Это совершенно нелогично. Знаете, несмотря на то, что вы сказали о Хиллари Клинтон, мы видим, что журналисты всячески пытаются связать ее с российским правительством. И это очень убедительные рассказы, а вы звучите очень наивно. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите и какие у вас основания обвинять меня в наивности, но давайте все-таки смотреть на факты. И, может быть, вы как раз попались вот в эту ловушку, которую расставила для вас американские СМИ, и пытаетесь найти истории, где вообще никакой истории не существует. Если у вас есть хоть какие-то основания делать такие заявления, пожалуйста, предоставьте их, давайте с ними разберемся и давайте смотреть на факты. Факты очень просто опровергнуть, если они ложные. Покажите мне факты. Могу я напомнить вам, сэр, о всех тех встречах, которые люди Трампа проводили с русскими. И они постоянно, удобным образом забывают об этом. Говорят: ой, нет, я совсем забыл, что у меня была вот эта встреча с тем и этим. Все они об этом вдруг забыли. По-вашему, это тоже фейковые новости? Это правда? Последний вопрос, господин Балбер, если можно. Вы или ваши клиенты, господа Агаларовы, они планируют принимать какие-то действия, может быть, подать в суд в связи с вот этими отчетами информации в СМИ? Мы не планируем предпринимать каких-то юридических действий, но могу вам сказать, что, безусловно, были сделаны очень безответственные комментарии. И прежде всего тот, что только что сделала коллега в вашей студии. Это очень необдуманное заявление, основанное исключительно на спекуляциях. Я очень надеюсь, что и американские, и российские журналисты будут придерживаться все-таки фактов, а не подобных бессмысленных заявлений. Мы будем следить за тем, что говорится. Спасибо. Но все-таки, раз уж вы говорите, что все эти заявления пустые спекуляции, вы все равно не планируете каких-то юридических шагов. Мы рассматриваем все возможные варианты, но на данный момент никаких конкретных решений принято не было, но мы серьезно следим за развитием ситуации. Большое спасибо. Спасибо за ваше время. Спасибо.